Самый опасный нарцисс. Здравствуйте, меня зовут Лексель Дарья, я клинический психолог, и сегодня такая щепетильная будет очень тема, потому что огромное количество людей, женщин и мужчин, считают, что опасные там психопаты, социопаты, ядовитые нарциссы, грандиозные нарциссы, но на самом деле самыми опасными нарциссами действительно для психики, для отношений, для времени, являются скрытые нарциссы. Никто вас не загоняет в такую бешеную ловушку, как скрытый нарцисс. Почему? Потому что с ними все отношения превращаются в какую-то такую поволоку, когда ничего явно не видно. И у скрытого нарцисса есть те инструменты управления, которые настолько влияют на психику человека, мужчины, женщины, настолько подвешивают нас, настолько искажают реальность, настолько не дают человеку понять, кто перед ним, что такими инструментами не всегда пользуются там психопаты, социопаты, грандиозные нарциссы. Это очень явные люди. Их, в принципе, явно видно, у них может быть явная ярость, явный абьюз, явная агрессия, явные оскорбления. У скрытых нарциссов все в поволоке. И это самое страшное. И именно поэтому они опасны, потому что именно с ними отношения затягиваются на года. Действительно, вы можете огромное количество лет жить с человеком и так ни разу и не понять, с кем вы живете, и почему вам так как-то плохо, почему вы вдруг становитесь агрессивной, почему женщина даже мягкого характера превращается в мужика в юбке. Почему вроде бы как вроде бы как все хорошо, но на самом деле только вы чувствуете, что что-то не так. Потому что скрытый нарцисс, он очень-очень сложно понимаем, его сложно очень раскусить. Это очень часто порядочные люди, очень жертвенные, щедрые, такие прям действительно, знаете, иногда можно сказать про них, хоть к ране прикладывать. Их сложно действительно распознать. В обществе их вообще очень часто считывают как, как говорила мне одна моя знакомая про скрытого нарцисса: Даша, это же вымерший вообще динозавр, таких мужчин нет больше. И их так считывает общество. И это одна из самых больших ловушек в отношении со скрытыми нарциссами, потому что только вы понимаете, что вы в этих отношениях не женщина, не жена, не любовь, вообще непонятно кто. Потому что скрытый нарцисс подвешивает вас реально как игрушку елочную в состоянии «да, но нет». То есть с ним отношения всегда в состоянии «да, но нет». Они все время какие-то неполноценные, недосягаемые, непонятные, неутвердительные, бесстатусные. То есть он вас подвесил вот так, и вы можете огромное количество лет висеть со скрытым нарциссом в каком-то состоянии полубеременности, полуотношений, полуженщины. То есть знаете, когда вас бьют, это явно видно, это понятно, что это опасность. Когда вас откровенно оскорбляют, это тоже явно видно. Когда перед вами грандиозный нарцисс, который напыщен настолько, что от него, веет этим за километр, это тоже явно видно. Когда перед вами явный агрессор, из которого прет ярость, это видно. У скрытого нарцисса скрытая ярость, скрытый нарциссизм, скрытые проявления, такая жертвенность, скрытая, на самом деле, скрытое проявление ненависти к вам, скрытый сарказм, у них реально все скрытое. И поэтому огромное количество лет жертва не может понять, кто перед ним. Потому что у скрытого нарцисса есть очень интересные такие, инструменты манипуляции. Во-первых, они не статично грандиозные. Они всегда колеблются в неком состоянии между грандиозным нарциссом и полной жертвой
со слезливыми историями, с какими-то болезнями, с жалобами, да, с тем, чтобы их пожалели. То есть они все время вот между одним и вторым. Их считывают действительно как порядочных людей очень часто. Они щедрые могут быть, только они щедрые очень часто по отношению к социуму, там, где им нужно показать себя в какой-то определенной маске. И только вы чувствуете, что почему-то именно вот к вам он не прикладывает столько усилий, например, когда делает подарок. Я помню, у меня прекрасный опыт отношения со скрытым нарциссом, и это жутчайшая ловушка. Я помню, в какой-то момент я поняла, что все друзья, все знакомые, весь социум, с которым мы общаемся, обслуживают его болезнь. Все абсолютно. Он сделал так, что все абсолютно переживали о его поджелудочной. Абсолютно все. Куда бы мы ни пришли, это ресторан, это посиделки, еще что-то, абсолютно все переживают о его поджелудочной. То есть он сделал эту болезнь таким культом, что не дай бог ему скажи слово какое-то, не дай бог там начни на него наезжать, не дай бог начни выяснять с ним отношения. Он не кричит на вас, он не выясняет с вами отношения, он напрямую не идет, да, в агрессию. Нет, он просто бесконечно манипулирует своим состоянием. Бесконечно. У него есть всегда жалобливая история о том, что если вы, не дай бог, как-то проявились, если вы, не дай бог, что-то ему сказали, он моментально хватается за поджелудочную, за давление, за глаза. И вот здесь идет следующий момент. И вы попадаете в состояние жалости. Вам становится его жалко. Вы попадаете в состояние того, что он бедный, несчастный, но у него такая несчастная судьба, но у него такая история. И если даже вы позволяете себе проявиться как-то, да, например, вы с ним не разговариваете, вы ему не звоните, вы попадаете в следующую ловушку, в чувство вины. И вот здесь у вас попадает, а вдруг с ним что-то случилось в этот момент, а вдруг он там как-то страдает, а вдруг он заболел, да, а вдруг еще что-то, а вдруг он там, не знаю, там весь в слезах. И вы попадаете в чувство вины. Хотя поверьте мне, что вдруг в этот момент обычно происходит так, что он где-то гуляет, он где-то веселится, и на самом деле у него все нормально. Но скрытый нарцисс вас постоянно заставляет чувствовать к себе жалость, и если вы не проявляетесь к нему по-матерински, как женщина-декабристка там или еще что-то, вы начинаете ощущать за это чувство вины. Огромное количество жертв скрытых нарциссов больше всего говорят именно о том, что в отношениях с этим человеком они чувствуют постоянно жалость к нему и чувство вины за то, что они как-то проявились, за то, что они зарабатывают больше денег, потому что со скрытым нарциссом вы будете все время неугодны. Он либо сделает скрыто, опять же, это будет в воздухе витать, да, он создает такую энергию, он разговаривает такими манипулятивными, скользкими фразами, что если вы, например, рискнули идти в свой рост, в развитие, да, то он создаст такую атмосферу, что вам придется либо отказаться от собственного роста, развития и так далее, потому что ему это будет неугодно, потому что он будет чувствовать себя по сравнению с вами недостаточным. Это, во-первых. Во-вторых, нарциссу всегда нужно сделать вас жертвой. Всегда. Ему нужно это отыграть, потому что жертвой был он, жертвой является он, и жертвой он должен сделать вас. Или же, если вы все-таки рискнули и пошли в свой рост и в свое развитие, вы вдруг станете для него очень неугодным, потому что он начнет вам говорить, что вы очень сильно изменились, вы стали меркантильной, что раньше вы были какой-то доброй, а сейчас вы жесткая, черствая и так далее. У него начнутся комплексы по поводу того, что вы занимаете лучшее положение, чем он, и он начнет вас этим давить, но так очень скрыто, очень такими фразами, которые он бросает. Он начнет как-то показывать вам, что он как-то ущербненько чувствует себя по сравнению с вами. Он начнет показывать вам некую свою комплексы от недостаточности, а как ты думаешь, а вот если женщина зарабатывает больше, чем мужчина, это все делается абсолютно скрыто. И женщина попадает в следующую ловушку. Она чувствует себя виноватой за то, что она успешная. И вот здесь, если вы отрекаетесь от своего развития, вы проигрываете. Что, если вы идете в свое развитие, вы проигрываете. То есть он создаст такую атмосферу, что на самом деле и то, и другое будет против вас.
Потому что когда вы перестанете развиваться, он начнет вам рассказывать о том, что вот другие женщины, они развиваются, они что-то делают, посмотри, какие они самодостаточные. Вы пойдете в развитие, и он начнет вам рассказывать, что он неловко себя чувствует рядом с вами. Вы попадете в ловушку страха похвастаться чем-то, своими успехами и так далее. Вы будете бесконечно здесь в чувстве вины, а здесь в недостаточности. И это все очень скрыто. Дальше, скрытый нарцисс, он трус. Он настоящий трус по своей сути. И он делает из женщины мужика. Это происходит все очень постепенно. Вот почему, вот что самое страшное, эти отношения годы забирают. Потому что они очень скрыты. И женщина здесь или мужчина, неважно кто, попадает в ловушку на огромное количество лет. Потому что если вам врезали по морде, то это сразу понятно. И здесь уже вопрос только, да, что с вами не так, что вы это терпите. А вот когда скрытый нарцисс, даже не всегда понятно, что вы терпите, да, какую травму вы здесь проигрываете. Вроде бы как все хорошо. Оно просто на очень таком уровне. Вот как у меня это было, вот то, что я говорила, да, что все вокруг абсолютно тебе завидуют и рассказывают, какой у тебя мужчина. И только ты одна понимаешь, что что-то не так. Потому что, когда, например, ему нужно друзьям подарить подарок, он переворачивает весь мир, ищет самые эксклюзивные подарки, какие-то очень такие. И только вам он говорит: сколько тебе денег дать, например, да, чтобы ты себе там что-то подарила. Он говорит всегда о порядочности, но только потом вы узнаете, что у него там, на левом фронте, оказывается огромное количество женщин. Но он это перевернет так, что именно вы виноваты в том, что у него огромное количество женщин. Почему это безвыходная ситуация? Почему со скрытыми нарциссами безвыходная ситуация? Потому что эти люди всегда перевернут все так, чтобы быть правыми. Когда человек всегда для себя прав, трансформация невозможна, изменения невозможны. То есть он переворачивает все на свое благо. Если он вас колет скрытым сарказмом, и вы там, как говорится, в гонке, да, то качаете попу, то улучшаете себя, то начинаете вести себя по-другому и все остальное, он перевернет это так, что благодаря ему вы выросли, вы стали лучше, вы такая замечательная, это благодаря ему. Если он идет в треугольнике на самом деле, он расскажет, что он прав. Это все потому, что вы мужеподобная женщина, потому что он вас давно уже лишил женственности. И вы действительно стали уже грубой, яростной, потому что вы понимаете, что в этих отношениях, как бы, вот вы висите, вас повесили и вы висите. Если ему, он на вас, например, повел себя, да, как грандиозный нарцисс, и он там, не знаю, неважно, да, обесценил вас, он потом моментально, чтобы вернуть все на круги своя, включает жалостливую историю, и вы попадаете в ловушку чувства жалости к нему и чувства вины, что вы повели себя плохо. И он опять будет прав. То есть и он опять перевернет это в то, что это он пришел к вам извиняться, что на самом деле это он делает первые шаги. То есть что бы ни происходило, он всегда перевернет все в свою пользу. Если он не хочет вас показывать друзьям, выставлять вас, не знаю, в Инстаграм и все остальное, даже здесь он будет прав. Он вам расскажет о том, что нет смысла выставлять отношения на показ, это все показательные истории, что зачем, чтобы на нас люди смотрели, счастье любит тишину. Вы что не возьмете, он везде будет абсолютно прав. То есть вот это такая история, которая действительно не имеет выхода. Вот скрытый нарцисс, это на самом деле настоящая катастрофа, потому что его вы не видите. И огромное количество женщин и мужчин десятками лет не могут понять, что бляха-муха происходит. Они, мало того, если они не могут зарабатывать, а скрытые нарциссы, они вот прям липучки такие, да, они четко считывают, кому можно прилепиться. Они же очень угоднические, жертвенные и так далее, они прилепливаются и через этого человека идут в развитие. Так вот, если у них не получается заработать денег, они даже здесь будут правы. Они уйдут в философию и будут рассказывать вам о том, что деньги –
Это все мирское, это земное, это вообще низко. Вообще нужно жить духовными целями. Если он не может пойти с вами на брак, это тоже не их история, они будут вас мурыжить, бесконечно, потому что они боятся ответственности, они вечно боятся сделать выбор и все остальное. Он будет вам рассказывать о том, что браки придумали, там, ёпарный театр или еще что-то. Это будет история бесконечная о том, что он всегда прав. И поэтому здесь безвыходная ситуация, вы не сможете с этим ничего сделать. И самое страшное, что вы не видите явно, вы не можете понять, кто перед вами, потому что перед вами то, как бы чуть ли не несчастный ребенок с жалостливой историей, и вы постоянно чувствуете себя сволочью, потому что он будет жертвенно говорить: Боже, ну за что мне это наказание, да, что эти женщины вечно от меня хотят, я бедный несчастный, меня все любят. То, как только вы сдаетесь и начинаете к нему чувственно проявляться, он вас доведет до этого состояния, чтобы вы проявились, чтобы вы открылись. Он накроет вас сверху, на самом деле, жестокой грандиозностью. И вот здесь вот это нужно очень четко понимать. Если вы видите, что годами человек не меняется, да, потому что, опять же, нарциссы обладают кратковременной памятью, как у деток. Он вам каждый день будет рассказывать: да, ты знаешь, ты права. Ты вот это 100%, ты права, бах, вырубила, и все опять по накатанной. Вы бесконечно в одном и том же сценарии. Как бы, что бы ни было, он всегда будет прав, он всегда будет жертвой и грандиозным. И вы никогда не сможете понять, с кем вы общаетесь. Вы будете бесконечно пребывать в чувстве вины, в чувстве жалости по отношению к нему, поругания себя, изменения стратегий. И все ваши отношения будут бесконечно в формате «да, но нет». Зависшая полностью елочная игрушка. Зависшая. Вы все время будете висеть. Вы просто лишитесь своей женственности. Вы лишитесь либо своего развития, либо возможности радоваться жизни. Вы будете постоянно обслуживать его жалостливые истории. И в какой-то момент вы поймете, что отношения с ним — это как воду толочь в ступе. Вот то же самое. И вот здесь самое страшное, что очень сложно принять решение уйти, потому что это все очень скрытая история. Она очень невидимая. И плохо только вам, а все вокруг вас не поддержат. Поэтому самый опасный нарцисс и самые опасные отношения со скрытым нарциссом — это завуалированная катастрофа на очень долгое время.